В этом ролике я расскажу про несколько игр, в которые мы играли с дочкой, когда нам был 1 год. Крабик упал, смотри, крабик упал. И рыбка упала. Это рыбка. Молодец, отцепила рыбку. Отцепляй красную формочку, отцепляй. Цепляй вот эту формочку красную. Молодец. О, сама сделала, молодец. Викуся, дочь, а зелененькую сможешь отцепить? Молодец. А рыбку оранжевую сможешь? Рыбку сможешь оранжевую? Для этой игры нужен двусторонний скотч. Клеим на него игрушки и показываем, что их можно отклеить. С помощью такой игры развивается мелкая моторика, координация, познаются новые свойства предметов. В игровой форме легче понять новые слова, в том числе глаголы. Расширяется пассивный словарный запас. Игрушки лучше выбрать легкие. Тяжелые на клейкой ленте долго не держатся, падают раньше, чем доходит до них очередь. Крепче всего держатся полые формочки. Скотч можно сначала приклеить на пол. С пола отклеивать игрушки удобнее и легче. А позже, когда ребенок освоит игру, приклеить скотч выше. Также можно показывать ребенку, как приклеить игрушку обратно. Игра с манкой. Эта игра нам очень нравится. Мы играем в нее и дома, и на улице. Манку можно пересыпать из одной чашки в другую, просеивать через сито, пропускать через воронку. Нам очень нравится подставлять ручки в сыплющуюся манку. Можно изучить совочек, придумать целую историю, куда и зачем поехала машина с песком. Поучиться понарошку готовить суп и кашу. Прятать и искать в манке предметы, погружать ручки, просыпать сквозь пальцы. Поучиться кормить кукол и остальные игрушки. Позже можно добавлять в манку воды, изучать получившуюся консистенцию. Манка в процессе игры просыпается мимо, поэтому лучше заранее что-то постелить. Мы застилаем большую площадь для игры клеенкой. Потом клеенку можно целиком поднять и сразу все просыпанное убрать. Пуговицы на шнурке. Сначала дочке было интересно просто рассматривать и перебирать пуговицы, нанизанные на шнурок. Потом появилось желание снять их с шнурка. Эти пуговицы диаметром 2 и 3 см. С целью безопасности, на мой взгляд, пуговицы нужны не менее 3 см диаметром, а лучше больше. 2 см очень маленькие, даже если играть с ними под присмотром взрослых. Когда мы научились снимать пуговицы с короткого шнурка, стали пробовать снимать с шнурка подлиннее. Это сложнее, так как одного размаха руки недостаточно. Веревку нужно перехватывать. Этому навыку потихоньку учились вместе. Можно повесить на шнурок и дать перебирать и рассматривать интересные предметы, браслеты, большие кольца, кольца от пирамидок. Во все игры дочка обязательно играет под наблюдением взрослых.
Эта игра в мини-прятки с игрушкой нас очень веселит. Играем в нее с удовольствием. На глазах у ребенка под чашку прячу игрушку, например, кубик, и спрашиваю, где кубик? Дочка загадочно смотрит на меня и улыбается. Она видит игрушку, но сразу на нее не показывает. Сначала я сама поднимаю чашку и говорю «вот кубик». Позже дочка, поняв смысл игры, сама показывала на чашку или поднимала ее. Я хвалю, когда дочка находит игрушку. В этой игре мы также изучаем новые слова «нашла», «спряталась», расширяем пространственное восприятие. Предмет не исчез, даже если его не видно. Тренируем внимательность. В эту игру можно играть и пряча игрушку в кулачок. Можно играть на улице или в поликлинике. Сначала можно прятать игрушку так, чтобы часть игрушки была видна ребенку. Так легче понять игру, понять смысл действий, вопросов. Когда ребенок освоит игру, можно попробовать спрятать уже маленький предмет. Я прячу игрушку на глазах у ребенка, не спеша, чтобы у дочки было время увидеть, куда я ее кладу. Прищепки. Их можно прицеплять на игрушки, картонки, на одежду кукол и давать ребенку их отцеплять. Прищепки я креплю на краешек, чтобы ребенку было легче их снимать. Одновременно проговариваю название одежды, куда креплю прищепку. На платье, на рукав, на шляпку. Дочке больше понравилось, когда мама крепит прищепки на свою или ее одежду, а она их находит и снимает. Прищепки мы купили сразу 4 ярких и без оттенков цветов – синий, желтый, красный, зеленый. В дальнейшем они пригодятся, когда начнем изучать цвета. Можно взять емкости из разных материалов и бросать туда предметы – большие и маленькие, тряпочки, губки, бумагу. Некоторые предметы не будет слышно совсем, а некоторые в каждой емкости будут звучать по-разному. С помощью этого занятия тренируем слуховое восприятие. Учимся складывать несколько предметов в одну емкость. Нам очень нравятся картонные книжки с крупными рисунками. Плотный картон дочке легче перелистывать, крупные рисунки хорошо находим и показываем пальцем.
Любим карточки с картинками. Из 2-3 разных карточек можем найти и показать нужную. С 10 месяцев очень любим наклейки. Эта книжка с мягкими страницами, с ней играть нам посложнее. Первая книжка была у нас всего с 3 плотными листами и разными крупными наклейками. Она нам так нравилась, что мы очень быстро ее изучили, наклеили все наклейки и перешли к другой книжке. Я наклеиваю наклейку так, чтобы оставался свободный краешек, за который ребенок легко может ухватиться и отклеить наклейку. С плотных страниц отклеивать намного легче. Так тренируем пинцетный захват. Наклейки в целях безопасности лучше, чтобы были крупные, так легче уследить за шустрыми движениями ребенка. Наклейки можно приклеивать на пол, на игрушки, на ладошку. Ребенок с удовольствием их отклеивал. Когда наклейка оказывается у ребенка в руках, я слежу, чтобы она не попала в ротик. Спокойно забираю и клею снова. Спасибо, что смотрите этот ролик. Надеюсь, вам будут полезны эти игры. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Будут еще ролики с новыми играми.